Всем привет и добро пожаловать во влог про Черногорию. Мы в Тивоте. Показываю апартаменты, которые мы сняли. Что есть? Комната номер раз. Заходишь. Я вообще-то сначала подумала, кстати, что это все, что у нас тут будет. Плюс ванная. А нет. Стоит она 5000 динар за одну ночь. Мы заселились на 4 ночи. Тут холодильничек, микроволновка, плита, даже водичка с соком, без сахара, да, на секундочку, это важно. Мы тут уже немножко накидали чего-то. Здесь такая самая обычная душевая, она неплохая, симпотная. И тут есть спальня. Тут есть Илья, уже чилит, отдыхает, хорошенькая такая. Тут есть надпись на русском языке. У нас, кстати, знаешь, что еще оказывается есть? Угу. У нас есть терраса. О май гад. Вечером, значит, можно тут сидеть за этим столом, за своим отдельным. Там сушилка для вещей. Там домишки, которые рядом строятся. Стройку эту не слышно. Ну, короче, интересно. Интересно то, что женщина, которая нас встречала, сказала: блин, извините за вот это. Ничего не могу поделать. Короче, женщина, которая нас встречала, сказала, что мне надо у вас взять паспорта и предъявить их в полицию, чтобы отметиться, что вы здесь есть и так далее, если, не дай бог, что случится, чтобы все понимали, что вы тут находитесь. И она говорит: если вот вы вдруг тут умрете, они такие хоп по системе посмотрят. А что, короче, я удивилась, то что... Короче, оказывается, что в Черногории тоже так же надо приехать и в первые 24 часа сдать свои паспорта и отметиться, где ты есть официально, чтобы тебя в полиции зарегистрировали. И, я так понимаю, нам дадут что-то тоже типа белого картона, что мы здесь официально находимся. Хотя я про это вообще не подумала. Но прикольно, что у нас властница жилья взяла и сама об этом сказала, забрала паспорта и сказала, что нам вернут их завтра с утра. Возможно, звучит дико для людей, которые живут в России и не сталкивались с белым картоном, что забирают паспорта и возвращают их через сутки, но после того, как после того, как в Сербии получали белый картон, это уже звучит как окей. После заселения в апартаменты мы пошли гулять по городу, просто вслепую, без карт. Сам Тивот небольшой, так что мы случайно наткнулись на кофейню с классным десертом трилечи, который, если вы смотрели мой влог про Сокобани, могли там увидеть. Он просто невероятный, я его обожаю. Здравствуйте. Мы сейчас нашли очень прикольный ресторан, который специализируется на рыбе и морепродуктах, и попробовали офигенный тартар из креветок. Я первый раз пробовала тартар, а этот был еще из креветок, а я люблю морепродукты. Это было вообще очень вкусно, прям безумно. И стоил что-то он, по-моему, 10 евро. По поводу евро и цен здесь в Черногории вообще отдельный разговор, я в шоке, но я уже начинаю смиряться потихоньку. Как потихоньку начинают тратиться денежки. А еще помимо тартара мы там взяли в винном соусе мидии. Прям тоже очень вкусно. И официантка, очень классная женщина, предложила нам какое-то вкуснейшее вино, которое я не помню, как называется, но оно прям очень классное, которое в меню не указано, что они его разливают по бокалам. Из бутылки он стоит, по-моему, 50 евро, что такое. Вот, а она сказала нам, что есть возможность, говорит, вкусное вино вам налить. Ну, я такая, ну, блин, не пиво тогда, ладно. Не умничай, Мама, папа на него смотрит.
Тивот известен своим портом, ведь он располагается на берегу Которского залива. Здесь находится самая большая марина для яхт в мире по размеру и вместимости. Это проект категории люкс с очень развитой инфраструктурой. Она не имеет аналогов в Адриатике, а в Европе существует всего несколько подобных проектов. Этот проект по факту задумывался как маленький город, где есть все необходимое. Просто что-то невероятно дорогое. И также здесь очень много бутиков и брендовых магазинов, которые соответствуют этому месту. И дальше уже. У нас сегодня снова что-то вкусненькое. Я взяла бурек с сыром, а я взяла типа тирамису с клубникой. Я каждый раз удивляюсь, как первый. У нас сегодня третий день в Тивоте. Мы все больше сгораем. Сгорели. Ладно, погода 30 градусов. Все еще ощущается как 50. Или я говорила 40. Ну, короче, как 50 ощущается. У нас сегодня, значит, что по плану опять загорать. Потом пойдем до церкви какой-то местной красивой. Церковь Святого Рока. Святого Рока церковь. Понятно теперь, почему Илья выбрал это место, этот город. Значит, прям очень классно, что мы нашли эту пекару, в которой мы завтракаем. Потому что относительно остальных цен и заведений, пока которые мы видели, это и вкусное, и доступное. Потому что все остальное меня все еще удивляет. Цены здесь на еду. Что-то немножко дороговато, мне кажется. Хотя просто, может быть, мне так кажется, потому что я реально сейчас вижу цену какую-то, я ее умножаю примерно на 117 динаров в голове своей. И меня это просто ужасает. Я когда умножала на 100, если в рублях, я уже такая, нифига себе. А тут евро на динары 117 умножаешь, и вообще просто до свидания. Почему вода такая дорогая? Такого больного, хромого, и доктор пришил ему ножки, и зайка прыгает снова. Хочется на море проводить примерно 80% от... Блин, море, кстати, такое чистое. Look of the day. Я говорю look of the day, Илья. Ёпта мать. Здравствуйте, подписчики. У меня есть свой канал. Да, лук такой немножко огородный. Немножечко такая история. Ну, блин, эта шляпка спасает на самом деле. Потому что у меня сгорела даже кожа на голове. Где, короче, идет пробор вот здесь. У меня тут сгорела кожа. Теперь я прям реально чувствую, что она раздражается. Поэтому это панамка, это спасение. Вот такие дела. Мы, короче, собрались поехать из Тивота до Коттора, посмотреть на один день. И сейчас мы были на вокзале, на автовокзале, спросили, типа, надо ли заранее покупать билеты, сколько это будет стоить. И нам сказали, что билет будет стоить где-то 3-4 евро. И заранее покупать ничего не надо, потому что ездит очень много разных автобусных компаний. И можно прям просто по факту прийти, автобус каждый час ездит. Можно прийти по факту и сесть на автобус до Коттора. Это все. Так что завтра мы поедем в Коттор с утречка. Поедем в Коттор смотреть, там вроде очень красиво. Люблю загорать, но загорать меня не любит, потому что это просто жесть, которая даже похожа больше на какой-то солнечный ожог. Я как-то в Сочи, по-моему, в прошлом году сгорела прям просто в первый день, так что у меня были пятна красные. Может быть, вам это не интересно, но я не могу просто не поделиться своим негодованием от того, что мне реально нравится, когда у меня загар. Но перед тем, как я его получаю, это обычно сгоревшая кожа и дофига SPF. Нашли мороженое Таблерон.
сладкое, что капец, но прям таблерон. С кусочками этими самыми. Вот он, тот самый момент, в который я еще не знаю, что после этого мой телефон перестанет заряжаться. Нам повезло, что в 2 минутах от наших апартаментов был пляж. Очень даже неплохой, довольно чистый. И людей там было не очень много. Но вообще, кроме этого, здесь все пляжи галечные. Все, что я видела, пляжи галечные. Ну, на нашем пляже лежак стоил 2 евро, но там можно было спокойно прийти со своим покрывалом и загорать. Можно заходить вообще? Ну, женщина мне сказала, что можно. Ну, как она сказала, я думаю, что можно. Ты какого-то она там... С 21 числа там открывается. С 21-го? По-моему, Вот с там, 20... 21-го. А, там, короче, тут проходит галерея с 4 числа, и она то ли по 21, то ли по какое. Но вход туда 5 евро, поэтому мы заходим смотреть церковь Святого Михаила. В переводе, наверное. Сейчас покажу. Маленькая такая. Угу. А вот туда мы сейчас пойдем. Мы идем сюда. Мгм. Значит, что нам понятно? Что точное время постройки церкви неизвестно. И здесь присутствуют у нас что? Элементы готики и барокко. Над входом, вероятно, это сделано в 1548 году. Это очень красиво, но бесспорно. Вот здесь раньше дергали за вот эту штучку. Звонили в колокол. Видишь, веревка сбоку прямо от храма висит. Угу. И она вон туда вот ведет, где колокол висел. Дворец Буча находится в самом центре Тивота. Это поместье, которое было семейной виллой отдыха одной из самых влиятельных семей в истории Черногории. Возведена она была где-то в 15 веке. Сейчас она приведена в хороший вид, и здесь регулярно проходят различные выставки и мероприятия. Я прочитала также про галерею, которая здесь находится. Если вы не такой же бюджетный турист, каким была я в этой поездке, я вам советую ее посетить. If I knew when I met you that I couldn't live without you, what end are you coming through? Once again you got me loving you. If I knew when I met you, you'd be beside me till the day's through. Ever since the day that I met you, I've been with you. Ever since the day that I met you. Ever since that day, ever since the day that I met you. If I knew when I met you, you would be my everything, baby, I would let you. If I knew when I met you, you would mean the world and everything I am into. Wouldn't trade it in an instant, wasn't no coincidence, and I
to be. I know you feel it, connected on another level. Spirits intertwined, write our own history, a step at a time. If I knew when I met you that I couldn't live without you. Вселенское зло. Красивая, но все-таки сомнительная дорожка. Сомнительная, потому что вход у них был сомнительный. Я его не сняла, но поверьте на слово. Еще одна нетипичная достопримечательность Тивота — это дворец Бизантии. Его называют домом, дворцом, комплексом и даже замком. Неизвестна его точная дата постройки. Приблизительно это 14 век. Этим имением владела около 500 лет богатейшая семья. Это был важнейший экономический центр части Тивотского залива, даже когда самого города Тивот рядом еще не было построено. Крепость переживала нападения, землетрясения, войны и отстраивалась заново. Так, перед Первой мировой войной в замке разместилась военная администрация, а после войны тут был военный курорт. Нашли интересное обзорное местечко. Упаду, но покажу крабов вам. Наверное. Вон на камнях сидят, прикиньте. Мы как будто охотимся на крабов. Маленькие крабики такие. Мы сейчас видели маленьких крабиков в живой среде обитания. Я просто в восторге. А еще мы видели шкуру змеи. Иди сними, а Я просто в восторге. Красиво. Не могу понять, где пляж, где мы обычно. Но не вот здесь. Получается, где-то вот здесь. Вон там, вон там. За синий. Видишь, синий такой идет в воду. Этот, и вот за ним прям, знаешь, Это где-то там мы обычно тусуемся. Я говорю, я не знал, что здесь еще есть пляж. Какая-то заброшенная постройка рядом. Искусство уличное. А еще люди пошли купаться здесь, на этом пляже. Я в шоке. Отважный человек пошел смотреть, что там есть. Говорит, там еще крабы. А я в шлепках и змей боюсь вообще. Не очень хочется. Ладно, давайте. Конечно. Все для вас, дорогие подписчики. Блять, хотя змеи я боюсь, конечно, все равно. Но я уже сказала, что все для вас. Змеи вот как раз, наверное, в таких местах и живут. Дима прям подо мной. Крабик? Если же на меня прыгнет змея, я, блядь, упаду. Прыгну туда, где в глаза. Смотрите, это краб, и он уполз. У нас сегодня последний день в Тивоте. И сегодня горы и небо в какой-то дымке. То ли это еще облака, но время 11 часов утра. Навряд ли это какой-то утренний туман. Дождя вроде не будет. Почему это происходит? Опять пошел купаться, да? Или нет? Он за палкой. А, да. Тёся. В чем заключается сложность, что мы шли несколько дней до этой церкви? Потому что она находится, по-моему, в 40 минутах пешком от нашего отеля. Температура вчера была 37 градусов, сегодня я пока не знаю сколько. Так что да, по жаре дойти до нее, это, конечно, надо прям собраться с силами. И то, как нам везет с церквями, мы сейчас дойдем, просто на нее снаружи, скорее всего, посмотрим. Если нам опять не повезет, она будет закрыта. Мы таки дошли до нее.
Симпатично. И она даже открыта. Ребята, вы гляньте, какая порция огромная. За 9 евро, по-моему. Такая огромная порция. Боги, боги. Илья, как тебе? Это прям... Роняешь? Большие, тяжелые. Ага, мои такие. Ой, а так это еще не вся. Да-да-да. Вот вторая половина. Нормально. Тут у маяка волны такие более активные, чем на пляже, где мы обычно каждый день загорали. Это прикольно. Больше такое нравится. А, кстати, там тапочки не снесло этой волной. Илья, как водичка? Запасно там только как будто бы вылазить. А в целом очень круто. Такая вода чистая. Она такая сегодня активная? Или она просто здесь такая? А? Такая она сегодня там активная? Ага. Я думаю, сегодня правда какой-то штормовой ветер, прям не просто так вот облака насели. Я думаю, ветер. Мне понравился Тивот с его невероятно классными пейзажами, чистым морем, вкусной кухней. Также мне понравился и Котор. Я, наверное, выпущу по нему отдельное видео, потому что там было тоже безумно красиво. И, честно, если выбирать, я даже не знаю, что понравилось мне больше. А еще я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Пока!